Богдан, а вот ты что-то с собой привез, пожалуйста? Ну что ж, греха таить. Есть немножко. Красотища. И у меня есть. Тоже классная такая вещичка. Так, у нас тут все разряженное, да? Да, конечно. Вот так направим. Богдан, это что такое у нас? AR-15? Так, ну да, это AR-15 16 стволом. Угу. 16 дюймов, соответственно, длина ствола. Да, 16 с копейками. Угу. Это какой-то тюнинг, да? Или... Да, это тюнинг. На самом деле я практически тут ничего не переделал, хотя я очень люблю этим заниматься. Ну, потому что она и так очень красивая. Да. Американская арка F1 Firearms. Вот, в таком обвесе. Называется модель Stark Industries. Да. Ну, кто в теме, тот понял. Да. Круто. А пистолет? Что это за пистолет у тебя? О, с пистолетом это очень интересная штучка, скажем так. Это наш русский пистолет. Пистолет Ефимова. Евгений Борисович. Да. Evolution. Знаем такого. Evolution. Блин, красивый. Это ты, по-моему, заказывал, да, отдельно? Да, это полностью кастомный пистолет. Ага. Ну и вообще весь пистолет. Ты сразу, то есть тебе его собрали там прям? Это кастом, да. Круто. То есть класс. Ты просишь, примерно шаблон есть, да, а там какую рукоятку ты хочешь, какую мушку, целик, все, что твоей душе угодно. Класс. Какую педальку под палец, так как это спортивный пистолет. А зачем она, Богдан? Я не очень понимаю. Педалька? Да. Для уменьшения отдачи. Это 40-й калибр. Это 40-й. Это 40-й. Да. О, да. И ничего не заедает? Нет. Класс. Слушай, шик вообще, нифига себе. У меня мечта пострелять 40-го калибра, который не заедает, потому что с Глоком мы в общем стреляли, он мне, честно, Богдан, в прошлый раз кошмар, да. И в другом видео я тебе тоже давал. Блин, а это вот, классно, постреляем. У меня есть стволы, на самом деле, которые не задают 40-го калибра. Но, на самом деле, Лех, не в обиду тебе, это очень хрупкий пистолет в плане... Ну все, тогда не буду, да, без проблем. Нет, объясню тебе на своем опыте. Тут очень наточенный спуск, и он очень мягкий. Вот. Например, и поэтому нужно иметь какой-то опыт, чтобы с таких стрелять. Нет, мы, конечно, попробуем на открытой местности, потому что там будет. А вот, например, в тире там кого-нибудь инструкторю, и что-то пистолет у кого-то заклинил, знаешь, неохота было идти в какое-то другое место. И я такой думаю, стреляй с моего. Вот, и, в общем, человек, девушка тогда была, девчонка, берет, стреляет первым выстрелом. У нее тремор. Пистолет же, представьте руку там любой девушки, да, она там хрупкая, маленькая. Да. Вот, отдача большая, он поднимается. И она сжимает нечаянно хват свой и в судорогах опять сжимает. То есть это был самый быстрый сплит на моей памяти. Быстрее никто не делал. Вот так вот. Это рекорд. Но дырка в потолке обеспечена. Да, блин. Да. То есть с оружием нужно уметь обращаться. Да, правила стрелка мы... Не, правила стрелка, да, но это вот такое из ряда вон выходящее, это случайность. Это случайность, но как бы шишки тоже надо как-то набивать, да. Я, например, к этому буду теперь опытнее относиться и буду понимать. Вот видишь, то есть ты меня попросил, я бы, не было бы этого случая, я бы тебе сказал, да, пожалуйста, базар нет. То есть мне не жалко. А вот видишь, так как со мной это уже произошло, я как бы уже начинаю анализировать, да, то есть подойдет этот пистолет, да, там человек. У тебя револьверов нет случайно? Револьверов нет, пока планирую этим заняться. Когда же моя мечта сбудется? Как я приобрету, я тебе сразу... Это мечта, это просто мечта. Так, поймите, арки, сайга, калаши есть, да. Да, это я все видел. Вот, кстати, расскажи историю, которую ты мне рассказывал про калаш, как он не сработал. Калаш, да, так-то не особо такой супер случай. Мы готовились на чемпионат мира, тоже сделали военный АТС. Вот, меня туда позвали, все, я стреляю, тогда еще служил. И, в общем, мы тренируемся днем и ночью. Вообще просто бомбим, вот такие вот ходим, кроссы бегаем там по 10 километров каждый день. Такой думаешь, елки-палки, что мы вообще делаем? Стреляем по квадратику,
Кстати, инструктор был самый топовый, тот, который меня 2 раза дюкнуть хотел. Я с ним очень давно был знаком. В общем. И такой думаю, блин, что делать? Стрелял. Я тут человек неподневольный там был. Ну вот. Стреляем, все, отрабатываем какие-то упражнения. И там у нас была работа в 4. Ну, там кто-то справа стреляет, ты слева. А, нет, вру. В 2. В 2, потому что мы там прикрывали и стреляли. В общем, чтобы начать стрелять это упражнение, нужно было там подзадолбаться вначале. Там пробежать что-то, уже точно говорить не буду, потому что не помню особо. Ужас запоминается быстро. Вот, ну, в общем, суть такая, что мы уже все, запыхались, прибегаем, все, уже, ну, на пульсе. И я просто досылаю патрон в патронник, и он мне не дозаходит. А на калаше он тяжелый довольно-таки, и думаю, блин, прикольно. Что происходит? А там все быстро, у меня уже мой, скажем так, напарник, он уже все делает остальное, уже убежал такой, а я должен прикрывать, в это время стрелять, отрабатывать мишени. Потому что у нас как бы как упражнение было, мы знали исход. То есть делали уже несколько раз. Вот. И беру просто его, опускаю вниз. А, нет, опускаю наверх, ствол отвожу, можно стрельнуть. Ногой его фигачу, в общем. Вроде передернулся, патрон вылетел, но все равно другой патрон застревает. Такой думаю, что происходит? Это шоколад. Что может быть? Думаю, где только с него не стрелял. И в песке, как мне пишут в комментариях, и в космосе. Не, мы в песке и стреляли. И на Луне, значит. И под водой 11 километров в Марианской впадине кита застрелить можно. И просто, а тут раз, и осечка, пожалуйста, Богдан. Да, такое случается. В общем, оказалось в том, что я магазины, когда доставал, знаешь, а в подсумках, в броне ты там что только не носишь, когда магазинов нет. Вот там шоколадки, фантики, иногда надо подзакинуться углеводами. Однозначно, просто тупо в обморок просто упасть можно. Да? Вот и все, если ты тратишь больше, чем ты ешь. Да. А так как у меня плитник был для всех задач, да, достаю, а у меня в магазине, оказывается, на этом первом патроне прилипла либо заклейка, которой мишень клеишь, либо какая-то фигня липкая. И он зашел в патронник, и там и застрял. Да, это я для тебя для чего попросил рассказать, про то, что не бывает оружия, которое стреляет везде, по-всякому и так далее. Вот, потому что мне эти защитники калашей все время там все эти комментарии пишут, что ты не любишь калаш. Там. Ребят, да я люблю калаш. Только я люблю калаш, которые вот мы с Булатом снимали у него 73-го года, Богдан, но это вообще небо и земля, современная сайга. И тот вепрь, да, он был огражданин, и понятно, там механизм немножко поменялся, но там остался боевой ствол. Просто делают вот эту, я забыл, как она называется, насечка, чтобы пулю можно было отследить в гражданском когда обороте. Да. Забыл, как это слово. Ну, короче, поняли, там насечка такая на пуле остается, чтобы ее могли баллисты определить. Да, правда, это не всегда срабатывает. Но... Ну, это, это опять понятно, да. Поэтому я люблю калаши, но те калаши. И, знаешь, мы назвали АК-47. У нас с Булатом есть ролик. У меня столько комментариев. Да это не АК-47, это АКМ. Как будто мы без вас не в курсе, ребята. Вы что, прикалываетесь, что ли? И тут опять, да, надо критическое мышление включать. А АКМ это что, не АК, что ли? Модернизированный. Ну вот в прикол просто, ребят. Ну, то есть головой подумать. АК-47 это название культового автомата после войны. Он в 1947 году был принят, скажем так, на вооружение. Вот и все. Весь мир зовет его АК-47. Калаш. Да, но наши диванные эксперты, мамкины Рэмбы, каждый, у меня этих комментариев залезь, приколись, там 100, наверное, уже. То есть они даже не читают, что другие Рэмбы пишут, мамкины, понимаете? Каждый пишет. Это не АК-47, это АКМ. АК-47 делалось 1,5 года, блядь, мы как будто без вас не знаем. Ну вот серьезно. Просто назови АКМ, никто смотреть не будет. АКН попробуй. Да там их вообще полно, АКС какие-то, там вообще не разберешь. Да. У десанта же у них складная, чтобы удобно все это крепилось, да, там своя. Но это все АК-47, потому что это папа, это первоисточник, все. Есть завод АвтоВАЗ, это все АвтоВАЗ. И шестерка, и десятка, и приора, и все это все АвтоВАЗ. Ну, что далеко ходить? АР. АР. АР-15. Пожалуйста. Arms. Ну что?
Просто разные, ну, тут разные фирмы делают, а у нас одна и та же фирма хреначит разные, Да, да. разные марки. Да, разные да, модели, не да, марки, а модели, да. да. Поэтому я типа ребят, ну там тоже не обессудьте, ну реально достало, типа, я их не блокирую, ничего, там в принципе не обзываю, ничего нет. Просто каждый, вот, Богдан, вот каждый считает нужным, ну вы хоть прочитайте, что другие люди пишут. Ну вот серьезно, ну да. что это такое, Ну немножко поделитесь. Я теперь, знаешь, как, Богдан, призываю, вот у нас с тобой видео есть там, где разное оружие, у меня видео, чтобы люди под видео делились, чтобы молодой человек, ну, я в смысле, я не молодой, но я неопытный стрелок. Я вот смотрю, да, например, там, я вот сейчас себе, кстати, МР-18 взял, однозарядный, Богдан, постреляем. Да. Но вот мне так зашло, вот у Андрюхи пробовали, у него еще она называлась, так, МР, так, что, Иш еще был, Иш-18, однозарядный, ну. Длинный ствол, там 760, знаешь, вот я себе уже приклад, еще я только завтра заберу лицензию, спасибо Росгвардии, естественно. Ровно день в день месяц прошел, ни больше, ни меньше, представляешь? Могли бы давно отдать. Работают, красавцы. Да, я надеялся, мне до Нового года подарок сделают, да, я уже его постреляю, на Новый год запишу, фигу. Завтра пойду получу, заберу его, я его оплатил, уже в магазине лежит. Я уже приклад мне пришел деревянный, орех, ну, я люблю просто такое оружие, дереве, все, знаешь, такое вот. Я его под старину уже сделал, затер. Ну, изумительно вообще. Вот я хочу с него бахнуть тоже 1020-30, посмотреть, на что годится наше современное оружие, недорогое, потому что оно там в 20 тысяч рублей, там с прикладом вместе мне все это вышло, ну, в 22 может. Посмотрим, мне интересно, Богдан, сколько оно реально выживет. Вот без полов, то есть я, понятно, я буду чистить, обрабатывать, как все надо, но вмешиваться не будем. И потом запишу как бы видео. Ну блин, ну что это такое? Вот мне с этими автоматами Калашникова вот правда достали. Я повторюсь, я их не обзываю, не там это. Это величайшее конструктивное там творение. Как и Макаров. Как и Макаров. Те, кто говорят, что Макаров там куча, ребят, у него свои задачи были. Макаров уже не, ну, отстает. Понятно, отстает, но время но сколько прошло. Тогда, когда его делали, так же, как и автомат конечно, Калашникова, конечно. Да, блин, там очень интересные задумки были. Просто никто не развивает. Проще сделать какой-нибудь пластмассовый приклад вместо деревянного, да, и обозвать по-другому. Да. А так это все то же самое. Да, я с Макарова стрелял, я его всегда буду защищать. Вот я взял хороший Макаров там для, ну, определенный там кое-где он был. Богдан, я при своих скромных возможностях на 50 метров в грудную мишень положил всю обойму. Да, он работает. Это был нормальный обы. То есть вот эти все байки, что Макаров стреляет на 5 метров, дальше пули там убивает прохожего, ребят, ну как бы... Не, ну это совсем, конечно. Да. Излишки. Понятно, что это 9 миллиметров, тем более короткий ствол. Понятно, что у него, какой можно там... Ну опять, да, каждому оружию своя задача. То есть Макаров свою задачу выполняет очень много лет. Другой вопрос, что у нас люди из него стрелять не умеют. Да. Это уже не к Макарову вопрос. То есть мне сейчас твою арку дай, условно, да? То есть ты из нее стреляешь, и я стреляю. Это две вселенные разные. Да, там уже... Оружие одно. Чем более напиленный ствол, как и вот это, да, нужно с ним уметь обращаться. Вот, видишь, ты меня предупредил, уже я даже, я сам уже не хочу. Ну зачем? Я посмотрю, как ты стреляешь. И когда его покупаешь, да, там для каких-то задач или пилишь, ты должен понимать, зачем он тебе, да? Сможешь ли ты выжимать из него все соки? Потому что взять очень хорошее оружие и стрелять из него на 50%. Ну, как я со сноубордом, я тебе до этого говорил, та же история. Или как снайпинг, взять там винтовку, которая стреляет на 2,5 метра. Орсис там, километра. Орсис, да, мне так Орсис нравится. Да, не особо я слежу за этими винтовками. Я тебе скину эти ссылки. Да. Какая она красивая. Но у меня есть арка от Орсиса. Только в 2.2.3. Ага. Да, просто затюненная без всего. Вот, и стрелять с этой винтовки на 100 метров. И все. Зачем? Ну да, типа, да. А какой смысл? Возьми калаш и стреляй. Да, тут у нас Булат на километр с калаша как бы стреляет. И, ну, понятно, там, это невозможно вот так попасть на километр с калаша, понятно. Но в ростовую мишень все прилетает. С Мосинки сейчас там еще будем пробовать. Вот, Богдан, как ты относишься вот вообще к обращению с оружием? Вот, типа, безопасное обращение с оружием. Как вот ты считаешь, вот, ну, надо популяризировать это? Я-то все делаю это для этого, чтобы... Да, конечно. У нас должна быть
культура обращения с оружием. Мгм. У нас мало кто учит этому. Да. Мало кто учит, и обычно, например, в армии, да, когда мы стреляем, у нас чисто проще там показки надавать, да, Мгм. но никто не объяснит, зачем это нужно делать. Да, мы все эти видео 100 раз смотрели, да, где Да. там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну что ты, ну объясни ты человеку, а потом ори уж тогда. Особенно подрастающему поколению, Да. когда приходят там какие-нибудь юниоры, вот я столкнулся тоже с этим, вот ко мне приходит юниор, просто потренировать его Мгм. немножко, да, и делает что-то неправильно. Мгм. Вот задача инструктора сохранять спокойствие. Конечно, Мгм. для тебя это будет, блин, типа, сколько можно там, да, но ты это 1000 раз видел, а когда человек не приучен к этому, ты должен ему объяснить, почему так нельзя делать. То есть, например, ну, и каждому человеку нужно по-разному, на самом деле, это доносить. Мгм. У каждого свой бэкграунд. В массовости все-таки вот мы сравниваем, ну мы не будем сейчас ни на какие там страны равняться. Мне бы хотелось, чтобы большее количество людей, например, да, имело огнестрельное оружие. Мне кажется, мы бы жили спокойнее, если честно. Ну, все-таки давайте сравним с Техасом. Ну, Техас Можно- это не Америка реально, можно это вообще попроще. другие люди. Можно сравнить с Эстонией. Да, Если ты знаешь. Ну, их, а что там? В Эстонии все идеально, можно сказать, в этом То есть плане. там всем можно иметь оружие. Там все могут себе записать, но у них там такие правила. Точно не знаю, но вот примерно, например, если у тебя есть пистолет, Мгм. ты должен тренироваться с него раз в месяц. То есть Вот это приходить крутая тема. в какой-то тир Да, это и крутая тема. нарабатывать опыт. Вот это Потому крутая что тема. ты же знаешь такую статистику, что когда у тебя, вот, например, травмат, Мгм. да, и у тебя вот стрессовая ситуация для Мгм. тебя. И вот если человек не умеет с этим обращаться, Мгм. с оружием, он знаешь, куда целит? Ну. Сразу в башню. Да, да, Он стреляет, 90% случаев, что в голову прилетает. да. Если человек знает, что происходит после выстрела, да, то он не будет же убивать его, да? там. Ну, конечно, мало ли, Зачем это поругались нужно? там, ну, всяко Ну, бывает в просто жизни. пьянчишка какой-то попался, да? Да. Там у нас, например, тебя по судам 100% затаскают, очень большой геморрой, но ты на себя грех на душу не взял. Да, Мирное время да, хотя никого бы так, не- да. Вот, просто из травмата, вот, не в голову, понимаешь, не смертельно. Ну, я, кстати, с травмата, наверное, 1008 настрелял, может, 9 даже Да, уже. если ты револьвера. умеешь обращаться. 1009, я представляешь, я с Да. травмата. Я 2 раза учинил уже. А, У меня стерся просто механизм. То есть у нас так делают травматическое оружие, оно, понятно, не рассчитано на такое количество выстрелов, я уже просто его изнасиловал, все. У меня просто стерся вообще внутренний механизм. То есть я его отдал, Ну, когда на ремонт, понятное представляешь, дело, Богдан? То есть такое чувство, что ложки столовые, то есть не сталь какую-то, да, хорошую, за 100 тысяч рублей покупал там. Ну, короче, он дошел до 100 тысяч, этот револьвер. А он как будто из ложек переплавленных сделан. То есть у нас, ну, типа, что, в стране стали, что ли? Нет, я чё, ну, типа, или его делают, рассчитывая, что человек на один раз, вот, видимо, да, как мы с тобой поговорили. травмат для одного выстрела. Да, типа, ребят, ну а как же учиться, владеть, вот когда мы сейчас поговорили. Ну хотя бы 2000, 3000 ресурс делайте, потому что у меня он Богдан первый раз стерся, на нем выстрелов 600 было. То есть потом мне какие-то запчасти сами токаря выточили, уже из более лучшей стали, да, еще там 1005 оно проходило. Да. Ну, Опять сломалось. тут я чуть про другое, про настоящее оружие, да. Вот, например, опять же, эстонцы, они с ним ходят, с ним выступают, они полностью знают, То есть там носить его можно, да, как в они Техасе. его носят, да, то есть спокойно, все. Приходят в тир, тренируются, могут с ними на соревнования поехать, проблем нет. Блин, тема Ты классная. всегда его чувствуешь. Тема классная. Объясню. Оружие, я свою позицию, да, это то, что уравнивает всех людей. Уравнивает. И бабушку Да. старенькую, и Да. ММА чемпион галактики по всем видам ММА. Любого тренера по борьбе победит любой стрелок. Конечно. То есть в Техасе любой человек, да, ну, у них, понятно, культура оружия там 300-летней, преемственность от отца к сыну, от деда к вот, ну, понятно, то есть вся эта тема. Но он понимает, что если какой-то конфликт с бабушкой, то бабушку можно застрелить. Потому что у бабушки может быть кольт 40-го калибра, например. И у него, ну, типа, я столько таких видео смотрю в интернете просто, то есть там чувак с семьей останавливается, на него байкер, короче, последний смотрел, ну, агрессивный прям, а в Техасе.
И он его предупреждает, то есть у него пистолет, у меня боевое оружие, громко ему, то есть я Да, с семьей, я защищаюсь. Ну, есть какие-то правила, да. Да, и он его просто валит, и все прям там. Вызывает шериф приезжает, все, под подписку, ну там потом дальше разбираться, и они уехали с семьей. Дети, конечно, ну детям такое увидеть, но хер его знает, что он к нему шел. Ну, обычно, Он его да. предупредил, да, то есть тут даже, знаешь, куда-то полез, и он успел его, то есть. Обычно, И да. видно, прям понимаешь, он его взял как надо. Мгм. То есть там он снимает, я так и не понял, то ли жена снимала, то ли это. То есть он берет не просто, как люди там с травматами, смотришь эти дикие Да, вообще да, записи, так. что они там делают, да. Мгм. А он его взял, у него рука сразу раз, палец где надо. Ну, то есть человек понимает, что это Хорошее такое. обучение с оружием. Ну, Ну, ты должен понимать, что если ты носишь, например, у нас в стране травмат, ты должен его носить всегда. Идешь Конечно. ты купаться в бассейн. конечно, да. Вот у нас в этом деле не особо как-то Да, ты не распространено, можешь его понимаешь, оставлять, у тебя да. какой-то геморрой. Ты вот Да. как будто как собака ходишь. У нас вот, например, в стране Да. вообще к животным, да, это собака тоже твой телохранитель. Да, Если вот, например, конечно, особенно если обучены, хорошо если работающие, обычно, да. да, то вот. А у нас никаких нету Ну, норматив ты имеешь в виду, не разработанных. не норматив, а условий. Условий, да, да. да, У нас нет да, условий. У нас, да. если ты идешь с собакой, то все. Ни в какой ресторан ты не зайдешь, ни в магазин, даже в зал. Я вот что-то недавно смотрел, там актер у нас есть, который Супермена играет, да, там Генри Кавилл. Мгм. У него там собака такая пушистая, вообще прикольная, большая довольно-таки. Ходит с ней и в зал, и все куда угодно. Да, нет проблем. Мгм. Вот, а у нас такая фигня. Я думаю, что у нас пока, да, к сожалению, много других вещей, которые нужно скрывать, над которыми работать. Сейчас они у Ну нас да. стали очевидны и понятны, да. Самое главное, наверное, это безопасность, это прививать людям культуру к оружию. Да. Потому что люди, которые отдалены от этого, например, говоришь там, о, я там занимаюсь там практической стрельбой, да, там кому-нибудь, то у них начинается в глазах паника и всякие вот эти вот Ну, шаблоны, да, пошло это все. шаблоны, случаи сразу всплывают, а вдруг ты там куда-то придешь, что-то сделаешь. Нужно понимать, что если у человека есть разрешение на оружие, то официальное, да, то есть он там ничего не купил, ничего не сделал, то он никогда не выйдет и никого там не застрелит. Только самооборона, да? Потому что если посмотреть митинги, которые у нас происходят в стране, не было ни одного случая, чтобы кто-то пришел просто и начал наваливать со своего там карабинчика Ну да. нового купленного и так Да, далее. Нет да, таких да. случаев. Нету, Все нету. культурные, все там, может быть, бутылки, да, там кидают, как это происходит. Ну, никто не переходит за грань. Это какая-то уголовная ответственность уже происходит. Да, да, мне бы хотелось, конечно, чтобы в школах ввели, если честно, вот, да, как говорят, в Советском Союзе было, я, Так к сожалению, ввели это не уже. застал. Ввели уже? Ввели уже, да. Вот это У отлично. некоторых происходит, но а смысл от этого? Ну, вот ты этого пройдешь, тебе стукнет 18 лет, а пушки ты можешь 21 только купить. Ну да. И то, причем не калаш, а ружье. Ружье, А тебя причем учат, однозарядное. А тебя учат. Двухзарядное можно. Не более чем 2 заряда. Сейчас, да, так и Да. Через 2 года владения двухзарядным ты можешь купить себе помпу. Ну, или Интересно. там полуавтомат, помпу. Это я, да, не углядел. А Я вот записывал про это видео. да, а вот так вот представляешь, вот ты калаш учишься разбирать, да, там ты вроде приучился, а потом 3 года проходит, ты покупаешь опять же ружье, а только через 8 лет, после 18 лет, да, там, ну как отучился от школы, Ну да, ты можешь да. купить вот этот 26 калаш. лет получается, Вот этот, да, вот этот калаш. И зачем тебе? Тут опять, вот я с тобой согласен, знаешь, я надеюсь, что когда-то мы куда-то туда с тобой зайдем, мы начнем придумывать законы и их реализовывать, я на это точно надеюсь. Потому что, вот, да, взять опять пример Эстонии такой же, да, обязательно, я считаю, это надо вводить как там. То есть, если ты не можешь владеть оружием, его содержать, значит, ты его продаешь. Обязательно раз в месяц, да, любой тир, у нас, слава богу, позволяет. Да. Под это бизнес, если такой закон ввести, в каждом городе быстро все это сделает. Потому что кто не в курсе, там карабин нельзя в закрытом тире, ну по-хорошему, да, стрелять. То есть надо все равно открытое. Можно, да, но это невыносимо. И, во-первых, невыносимо, Очень это громко. все равно там немножко опасно, тем более человек, да, там, ну, который там 10 выстрелов делает раз в месяц, ну нафиг, блин. Ну, да. Открытые Вот. площадки. Да, это быстро все организуется, но зато мы будем знать, что у нас обученное население. Правила стрелка, как отче наш. Там 4 же, там вот, господи, я там прикреплю, почитайте, там просто вот они.
правила стрелка это, конечно, хорошо, но ты должен понимать, когда ты даешь человеку оружие, да, вот у него мало настрелов, то вот ты вот ему можешь час рассказывать, сдалбливать Да, голову, понятно, конечно. чтобы он холостил. Но когда он сделал первый выстрел, у него подскакивает адреналин, подскакивает вся эта вот история, и он все забывает. И вот ты даешь человеку один патрон выстрелить, да, первый раз. Вот ты ему рассказываешь, только на мишень, там, ствол, ну вся вот эта бла-бла-бла, палец сразу убираешь, все. Он делает так, бам, и такой, о, видали, чё? Или адреналин, такое бывает. Вот, поэтому нужно себя приучать к этому выстрелу. Ты же знаешь, что когда приходит человек, который мало стреляет, он получает удовольствие и адреналин от самого выстрела. То есть ты такой, и у него такая отдача, он кайфует от этого. Спортсмен же или обученный человек, он получает адреналин от попадания своего. Не от того, как произошел выстрел, да, там запах пороха. Ну, это тоже, конечно, когда много не стрелял. Кайф. Запах пороха, достреливание такое. Кайф вообще. Здорово. Но человек, который этим занимается, мы получаем адреналин от того, что мы сделали какое-то упражнение, да, упражнение классно, дудун-дун-дзинь, там отстреляли какие-нибудь мишени, тарелки, все попали с первого выстрела, хорошие попадания. Вот мы приходим и такие, блин, классно. Вот. Но это на втором плане, на первом плане видео красивое. Ну, и не запилил видео, это, значит, это не было. само собой, это понятно. Видео ребят, это ну. важно. Вот. Блин. Вот, в этом вот и суть, да. Как вот приучить людей кайфовать. Кайфовать самое главное. Я вот, если честно, от Как процесса попадаем. кайфую, вот серьезно, Богдан. Процесс тоже, когда люди. Это же как, знаешь, это то же самое, рыбалка, да, там, охота. Ну, блин, я охоту не очень люблю, конечно, но все равно. Это коллектив, собирается, мы общаемся, что-то обсуждаем, хвастаемся своими пушками, да, к примеру, если это про стрельбу. Вот. У нас, вот, так как мы этим занимаемся, да, мы это понимаем. Но люди представляют что? Не знаю. Ратник, каска, я киборг, помноженный на вечность. Да. Армейская тупешка, встаньте все прямо, стреляйте. Вот. Ну, это вся суть, вся соль в том, что никто об этом не знает, как все происходит. Знаешь? Вот мы популяризируем, Богдан. Популяризировать это здорово. Пытаемся. Вот, например, IPC хотят сделать олимпийским видом спорта, да. О! Это прикольно. Ну, это же тоже популяризировать это можно с помощью камер, олимпиада, конечно. наши поехали. А как это сделаешь? На самом деле, если спорт стрелять, да, там ты не разберешься. Это там Да там, да. в штангу там, пожал, значит пожал. А вот в стрельбе посложнее. Да, Объяснить. то есть по тарелочкам я смотрел, да, там хотя бы понятно, то есть взял он Да, ее, не взял да. он ее, потом время там, ну и так Да, далее. да. А здесь типа, да, все... Все бегают. Я вот недавно считал, вот был на чемпионате мира, и я считал, сколько в день проходит на одном упражнении людей. По-моему, около 5000 с лишним. Столько народу Это в приезжает день. на чемпионат мира? Нет, на чемпионат 1400 человек. А там же у тебя 30 упражнений. А, Вот на чемпионате ты мира. вон про что. Да, на чемпионате мира в Таиланде. 1400 человек приезжало? Да, 1400 Это вы человек. там типа год жили, что ли, стреляли? Мы стреляли 6 дней. 5 дней стреляешь, 1 выходной. По 6 упражнений в день. Но только ты прикинь, что там стреляет примерно 1400 человек в день. В день, но разные смены. Но у тебя параллельно стреляют, сейчас скажу, 5 эрий. Это как раз вот 30 упражнений. Угу. Вот. И за день каждое упражнение проходит что-то около 5000 человек. А у тебя их 30. Как ты их покажешь сразу? Понимаешь? Слушай, ну вот так и да. Так и, ну, как можем, популяризируем. Ну, а что? Ребят, кстати, не забывайте подписаться, лайк и комментарий, ну, там, какой-то, да, по сути, там, просто понравилось, Да. не понравилось. Что интересно, ответим. Да, что-то, может, дополнить хотите, там, другие потом раз люди комментарии. Почему это все нужно делать? Потому что в Ютубе мы просто в блоке, то есть меня смотрит прям большое количество людей, меня люди стали на улицах, представляешь, то есть я в шоке сколько раз. Прикольно. Просто, то есть, да. А у меня, типа, 1000 просмотров на видео. Это что, ну, типа, ко мне 5 человек уже подошло, из этой 1000 это так вот выпало, что ли? То Ну есть, да. типа, ну, то есть YouTube просто не считает
просмотры, потому что, понятно, он порушил весь бизнес нас, интернет-бизнес, да, то есть какие теперь могут быть заказы, рекламу, если у тебя 1000 просмотров, да, там кому-то, блядь, нужен вообще. А Дзен, ну, там другая с ним ситуация, то есть он тоже так же продвигает. С Дзеном ситуация там вообще интересная. Вот, например, чувак плов варит, у него 400 тысяч подписчиков, а у меня 1000 в данный момент. То есть, да, мы заморочились, делаем студии, выезжаем, тратим время, деньги. У нас Сережа старается, монтирует, снимает, там Макс сейчас добавился, да, ты время тратишь, мы все. 1000 подписчиков. Да, просмотров там у нас реально много на Дзене. Но при этом, типа, люди почему-то не подписываются. Для меня это вообще загадка, если честно. Но чувак, который катает, значит, эти патроны на утку, 25 тысяч подписчиков. Дед старый сидит дома, бабка его снимает на телефон Sony Ericsson, звука вообще не слышно. 23 тысячи подписчиков. Это я к чему? Я к тому, что, ребята, а может мы типа вернемся все-таки к искусству Советского Союза, да, на которое равнялись. Режиссура наша, это вообще... Это, ну как это делали? То есть, ребят, давайте уважать себя, давайте думать, что смотреть. Я вот к чему. Не, ну, То есть, если человек снял себя на телефон, типа, а ты его смотришь, еще и пересылаешь, ну, типа, вот мы и потом имеем этих, да, Милохиных, не приведи Господи, вот это вот все, которое теперь, слава богу, у нас в стране запретили, наконец-то, да, слава богу. А они вот, да, вот все вот подписываются на них, не понимая, что люди с этого бабки имеют и продвигают то, что в стране, слава богу, у нас запрещено. Ну, типа, вы что, ну, вы серьезно? А давайте человек придумает сценарий. А давайте человек сделает какую-то вот, ну, там, студию. Ну, понятно, все по деньгам. Монтаж, купит оборудование или возьмет его, да? Заморочается. Я просто режиссер театра по образованию, я тебе это 100 раз говорю людям. И для меня это каждый раз дикость неимоверная. Когда просто какой-то человек, ну вот, не потратив вообще ничего, это я сейчас не про того, кто патроны крутит, он хотя патроны крутит, он людям, ну, рассказывает реально, да, может, кто-то не знает. Да, я вот вопросов нет, вопросов нет. У меня не что у него 20 тысяч подписчиков, к нему вопрос. У меня вопрос, почему у меня не 500 на Дзене? Я вот к чему это все говорю. Потому что я же трачу намного больше усилий. Вот я, чтобы все было пропорционально, да? То есть кто-то заморочился, все, пожалуйста, раз. Кто-то, пожалуйста, дедулечка там, да я, может, сам, кстати, посмотрю, вот начну там, может, решу патроны покрутить. Ну, да. Вопросов нет. Я вот к чему. Ну, типа, вот это наша действительность. Снялся на телефон. Общество? Такое искусство. Такой Ты почти сказал слова наших режиссеров. Это вот послевоенных они. Еще Бондарчук старший об этом упоминал. Обожаю его вообще. В отличие от его сына, конечно, понятно. Ну, тут, как говорится, к сожалению, в этом случае яблонька от яблоньки все-таки далеко укатилась. Ну, вот такое случай. Но актер Федор изумительный. Как режиссер вообще никак. То есть 1/9 рота, и на этом все. Можно было просто никогда больше ничего не снимать. Все. Это все вообще. Вот. И они говорили о том, что да, любое искусство – это отображение общества. Это ж понятно. Ну, а музыка? Конечно. Ты конечно. Слушаешь сейчас нашу популярную музыку? Нет. Категорически. Просто категорически. Последние 20 лет, наверное, может 10. Я у Арии когда у нас что выходило-то? Ну, наверное, 20 примерно. 13-й год, Ария. Мировая. Это ж не только в России. Это, ну, вот, типа, все. Вот мы сейчас это имеем по всему миру. Мне больше к русской музыке, если скатываться к этой теме, претензии большие. Вот. За границей... Так же на телефон сняли, там себя жопу голую женщина показала, и, пожалуйста, все. Никакой музыки, на самом деле. Нет, все, ничего интересного. Скучно. Да. Я, значит, смотрю на Ютубе барышню одну. Очень красивая барышня. И к ней приходят разные ученые. А она прям одета, знаешь, ну вот не для ученых. То есть у нее там боевой раскрас, ну самка просто. Вырез прям вот, ну я даже не знаю докуда. То есть, наверное, до пояса, что ли, получается. То есть она сидит, у нее просто вся нога голая. Вот такая шпилька. То есть, и это типа работает. Это реально чтобы работает. Чтобы глазу зацепиться можно. Да. Сначала они цепляются на нее, а потом слушают. Да, это реально. Причем приглашает, естественно, мужиков, нормальных ученых, потому что среди ученых полно нормальных мужиков. Они все... Что они их только на картинке видели. Естественно, таких женщин, да. Она очень рада. Ну, я к тому, что
блин, притом я, знаешь, смотрел ее 3 года назад, когда она начинала. Ну, мы все так растем же, я тоже там свой первый видео смотрю, думаю, какая жесть вообще. Просто дичь. И сейчас она молодец. Прикинь, она еще и выросла. То есть ее сейчас смотришь, она, короче, вот так уже. Первое видео. Такой же раскрас, но вырез поменьше. Сейчас все у нее. Тигрица на охоте. Ну супер, супер. Попала на свою. Да, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы голых баб, если честно, было поменьше. Потому что Инстаграм, это вообще, слава богу, его запретили, если честно. Вот серьезно, если говорить, без шуток. Мы-то люди взрослые, это же все дети смотрят, это все в доступе. То есть и дети с детства начинают понимать, типа, что это нормально. Показал жопу, тебе лайки поставили. Только опять, зачем эти лайки, если все это не монетизируют? Ну, то есть это же дети, они же не могут критически мыслить. То есть зачем все это делать? Потому что, ты знаешь, у меня, ну, подборка идет же, вот, они же, видать, как-то проплачивали раньше, пока еще это открыто, я, честно, не очень понимаю. Наверное, кому-то платится, да, наверное, Богдан, и они там, типа, да, и они начинают вылазить. И, типа, я всегда думал, что это одна баба. Прикинь, это вообще разные. Ну, я, типа, жене говорю, прикинь, что вылазит. Она говорит, это вообще разные люди. Я говорю, в смысле разные? Они одинаковые все. А они даже одеты одинаково, у них у всех 50 тысяч подписчиков, ну, видимо, нагнанных. Я, типа, ребят, а что происходит вообще, да? То есть, ну, вот такой мир. Да. Вот. Но пока что, я надеюсь, что мы будем расти, развиваться. Да, у нас потенциал огромный. Это я, что за Францию обидно, это я в своем отдельном выпуске поговорю. За Францию обидно. Это величайшая культурная столица была вообще, представляешь? Ладно, все, завершаемся. Так, ну вроде много наговорили. Будем еще встречаться, снимем твои вот эти вот, по крайней мере, образцы орудий в ближайшее время. Ну, у меня все. У меня нечего добавить. Подписывайтесь, там, лайки, тролливали. Нужна какая-то тема? Да. Пишите. Пишите. Мы ее изучим, расскажем свой опыт. Да. Да. Пока-пока.